Дисклеймер. Это видео не пытается кого-то оскорбить. Всем положением видео догадки мысли автора. Всем приятного аппетита и просмотра. Данный ролик не пропагандирует никаких ценностей. В этом ролике присутствуют спойлеры к мультсериалу «Время приключений». Призма рекомендует досмотреть ролик до конца. Привет, с вами Левитата, и это видео по трейлеру второго сезона спин-оффа к мультсериалу «Время приключений» под названием «Фиона и Кейк». Я попробую сделать несколько предположений и выскажу свое мнение, подведя итоги. И назову дату выхода второго сезона, но я приступаю. Фиона и Кейк. Разбор трейлера. Исходя из первых кадров после спасения своего мира, Фиона отправляется на вечеринку их земной версии Принца Огня, или же Эвана Александра Флейма. Тут он работает, похоже, певцом и выступает на сцене. Далее кадр, где она просыпается снова в своей комнате от звука телефона. Возможно, ей позвонил Саймон. Затем у Фионы с Эваном, похоже, свидание, которое очень даже вышло. Далее мы видим Кейк, которая несет какую-то стопку бумаг. Возможно, это листовки с волонтерским движением, чтобы набрать побольше рабочих рук, помощи с растениями и ухаживанием за садом города, где уже помогает Хантер. Еще мы видим Королеву Холода, что играет музыку на клавишах для кошек. Ну а туристы хотят сфоткать Фиону как героя. Однако ее бывший ворчливый босс говорит, что хоть она и спасла мир, она все еще такой же большой неудачник, что, похоже, ее сильно расстраивает. Или же это голос ее в голове. И все это под очень жуткие кадры, включая тот, где Фиона примеряет Кейк как худи. Менее боевая версия костюма из Джейка, как ранее делал Финн во Времени приключений. И еще мельком пролетает кадр с эффектом, который похож на гипноз короля червей. Возможно, нам покажут его аналог в мире Фионы. Еще есть кадры, где они все на улице города, а также кадры с Фионой, где ее словно теснят, возможно, в попытке помочь ей. Или же что-то случилось, и из-за непонимания ситуации они обратились к ней за помощью. И несколько кадров, где Фиона одна идет по ночному городу. Ну а далее очень разнообразные кадры с различными версиями Финна, включая мини-версию Финна, что ранее был с Джеем и МС на конфетном танке, из вампирского мира и мира фермы. Далее есть кадры с лесом и нашей старой знакомой, а именно колдунья-охотница, что, судя по всему, собирается кого-то освободить, ворвавшись, возможно, на ритуал лесных магов или казнь кого-то, так как кто-то был прикован к большому и белому дереву, но кто-то подловил ее в засаде, и, судя по всему, тут будет сражение. Далее либо та же, либо альтернативная колдунья-охотница, уже тусующая с Фионой и Кейк. Еще можно увидеть кадр с принцессой Бубльгум и Марселин, которые машут кому-то с балкона. А далее бой банана-стража с кем-то. Можно заметить принцессу Ягоду и принцессу Слизь. И затем кадр с побитой банана-стражей. Похоже, что кто-то напал на встречу принцесс. Далее видно злую ледяную королеву и сердцеед в гуманоидном теле, который кого-то атакует. Возможно, это воспоминания Фионы. Ну а далее принцесса Бубльгум и Саймон. Возможно, они собираются работать вместе для какой-то цели. После мы видим злой народ Марса и таинственное существо, которое, похоже, нападает на Марс. Далее Финн из мира фермы, который варится в супе, и перед ним стоит Фиона. Затем повзрослевшая, измененная Фиона отбивается от таинственных рыцарей, защищая какой-то источник света в колодце. И вместе с ней Кейк, что принял необычный облик, возможно, остроголовой мантикоры. Ну и еще кадр со множеством правителей, которые встречают таинственного рыцаря. Похоже, это предшествующие события, ранее показанные драки, а именно с банановой стражей. И кадр с космической совой, мини-Финн, который закалывает гигантскую стрекозу с головой черепом. Далее Фиона в лесу своего города на пирожке в форме скорпиона. И далее колдунья-охотница, которая отбивается от лесного волка, а также тот, где колдунья-охотница прыгает, судя по всему, под пространство, чтобы поболтать с наставником, или, возможно, хранителем леса. После кадры с совместной битвой Финна и Фионы, а именно, как ранее было показано, с нашим Финном из прошлого, после спин-оффа из третьего спешла. И, судя по всему, это происходило в те времена, когда Финн путешествовал в одиночку и помогал с проблемами колдуньи-охотницы в лесу. На следующих кадрах они, сражаясь с гигантскими часами, после оказываются в мире полном часов, и там появляется еще один Финн из мира фермы. И еще один интересный кадр, где духи бродят по миру живых, и тут можно увидеть две Фионы, одна из которых зеленая. Под конец все заканчивается на фоне корней леса, и появляется логотип Фионы и Кейк. В конце есть кадры с тем, как измененный силой короны Гюнтер играет на барабанах, подражая Снежному королю. Фиона и Кейк. Итоги по трейлеру. Судя по всему, исходя из трейлера и слов из него, после объединения мира Фионы со всеми
всей мультивселенной прошло не слишком много времени, максимум время, которое было потрачено на восстановление города Фионы. Но судя по всему, время немного слетело с катушек, или по крайней мере что-то серьезное происходит в мультиверсе. По кадрам из трейлера не совсем понятно, и центр этой кейковасии либо связан с присоединением мира Фионы, или проблемы в лесу, связанные с расследованием колдуньи-охотницы. И судя по всему, Фиона будет собирать друзей, чтобы это исправить. Она не знает как, но это необходимо исправить. Также принцесса Бубльгум об этом говорила, как о возможном поводе для паники, если кто-то узнает об этом. Если, конечно, я правильно перевел. Похоже, что-то происходит в мультиверсе, и не только во времени, ведь, судя по всему, это связано и с духовными сущностями, что внезапно лезут из ниоткуда в мире Фионы. Однако это лишь догадки на основе доступной информации. И хотелось бы упомянуть фразу Скоробея из финала первого сезона. Теперь вы познаете и все плохое тоже. Вы жили в фальшивом пузыре, но теперь ваш мир покатится ко всем чертям. Эта фраза хоть и была сказана на эмоциях, все же я думаю, он бы не стал их просто так запугивать, все же он профессионал. Также все эти события могут быть связаны с тем, что ранее их мир находился в волшебном разуме Снежного Короля, который также мог видеть мир духов, что не видят обычные люди. Но после отката его назад до становления Снежным, и мир откатился на 21 век. После время в нем замерло, и возможно это и создало несостыковку во временных событиях мира Фионы, так как время в их мире пошло вновь, а все остальное это возможно остаточные образы разума, ранее безумного Снежного, так сказать побочный продукт, что состыковался с мультиверсом и начал подстраивать его в код ООО. По крайней мере все сводится к этому, но похоже нас ждет нечто интересное и масштабное, и кадров из трейлера недостаточно, чтобы получить полноценную картину. Это все, что я могу сказать об этом трейлере. Ну а насчет хронологии, действие происходит с того же момента, как закончился первый сезон. Возможно, лишь немного времени прошло после установления города. Как я понял, минимум до событий четвертого спешла по времени приключений, на момент того, как Финн жив, а Джейк нет. Фиона и Кейк, дата выхода. Ну и напоследок уже вышел также и постер ко второму сезону. Тут на первом плане колдунья-охотница и Фиона с пирожком. Ну а на заднем плане космос с похожими путями в виде корней, похоже с различными путями в другие миры. Сам второй сезон выйдет 23 октября на стриминговом сервисе HBO Max. Разбор второго сезона будет, но скорее всего немного позже. Посмотреть вы его сможете по ссылке, которая будет у меня в соцсетях, или же найдите его сами, когда он выйдет. Ну а на этом все. Окончание ролика. Жду ваши комментарии. Если вам понравился ролик, подпишитесь, поставьте лайк и не забудьте нажать на колокольчик. Заходите в мои соцсети для того, чтобы меня не терять. Также все ссылки будут в описании. Ну а я с вами прощаюсь. До следующего ролика. Посмотрите и другие ролики. Призма рекомендует.